Партнеры по преступлению Агата Кристи. Глава 7. Ход королем. Стояла дождливая среда. В офисе международного детективного агентства Таппинс лениво выронила из рук газету «Дейли Лидер». «Ты знаешь, о чем я думала, Томми?» «Угадать невозможно», — ответил ее муж. «Ты думаешь о стольких вещах, и притом обо всех сразу. Я думала о том, что нам пора снова пойти потанцевать». Томми поспешно поднял «Дейли Лидер». «Наше объявление выглядит отлично», — заметил он, склонив голову набок. «Блестящие детективы Бланта. Ты понимаешь, Таппинс, что только ты одна и есть эти самые блестящие детективы Бланта? Вот тебе и слава, как сказал бы Шалтай с Болтой. Я говорила о танцах. Я заметил одну любопытную деталь, связанную с газетами. Интересно, замечала ли ты когда-нибудь это? Возьми вот эти 3 номера Daily Leader. Можешь сказать, чем они отличаются друг от друга?» Таппинс с некоторым любопытством взяла их. «По-моему, все предельно просто», — заметила она с уничтожающей миной. «Одна сегодняшняя, вторая вчерашняя, а третья позавчерашняя. Поистине блестяще, мой дорогой Уотсон. Но я имел в виду вовсе не это. Посмотри на заголовок «Дейли Лидер». Сравни все 3, ты видишь между ними хоть какую-то разницу?» «Нет, не вижу», — сказала Таппинс. «И более того, я не верю, что она вообще есть». Томми вздохнул и соединил кончики пальцев в самой что ни на есть классической манере Шерлока Холмса. «Вот именно. И все же ты читаешь газеты не меньше, а то и больше меня. Однако я наблюдал, а ты нет. Если ты посмотришь на сегодняшний номер Daily Leader, то увидишь, что посередине вертикальной черты буквы «Д» есть маленькая белая, и еще одна находится в букве «Л» того же слова. Но во вчерашней газете в слове «Daily» белой точки нет вовсе. Зато 2 белые точки стоят в букве «Л», слова «Лидер». А в позавчерашнем выпуске снова 2 точки в букве «Д», слова «Daily». Таким образом, точка или точки каждый день оказываются на новом месте. «Почему?» — спросила Таппинс. «Это газетная тайна. То есть ты не знаешь и даже не можешь догадаться. Я скажу лишь одно, эта практика обычна для всех газет». «Какой же ты умница», — сказала Таппинс. «Особенно по части умения уводить разговор в сторону. Давай вернемся к тому, о чем мы говорили раньше». «А о чем мы говорили?» «О бале 3 искусств». Томми застонал. «Нет-нет, Таппинс. Только не бал 3 искусств. Я уже не настолько молод. Уверяю тебя, я совсем не так молод для этого. Когда я была милой юной девушкой, сказала Таппинс, меня воспитывали в убеждении, что мужчины, а особенно мужья, это распущенные создания, которые любят выпить, потанцевать и засидеться допоздна. И только исключительно красивой и умной жене под силу удержать их дома. Еще одна иллюзия рухнула. Все мои знакомые жены мечтают куда-нибудь сходить и потанцевать, а сами плачут из-за того, что их мужья надевают домашние тапочки и ложатся спать в 9:30. А ведь ты так прекрасно танцуешь, милый Томми. Не надо так сильно льстить, Таппинс. «На самом деле», — ответила Таппинс, — «я хочу пойти туда не только ради удовольствия». Меня заинтриговало вот это объявление. Она снова взяла Daily Leader
и зачитала вслух. Я бы пошел с 3 червей. 12 взяток. Туз пик. Необходимо сделать ход королем. Довольно дорогой способ учиться играть в бридж, прокомментировал Томми. Не будь дураком. Это не имеет никакого отношения к бриджу. Понимаешь, вчера я обедала с подругой в тузе пик. Это эдакое странное подземное заведение в Челси, и она рассказала мне, что на подобных крупных мероприятиях сейчас очень модно заезжать туда в течение вечера, чтобы перекусить яичницей с беконом и горячими бутербродами с сыром, в общем, всякой богемной едой. Там по всему периметру стоят огороженные кабинки. Заведение, я бы сказала, весьма горячее. И твоя идея заключается в том, что 3 черви означают бал 3 искусств завтра вечером, 12 взяток — это 12 часов, а туз пик — это и есть заведение туз пик. А как быть с тем, что необходимо сделать ход королем? Ну, именно это я и рассчитывала узнать. Я не удивился бы, окажись ты права, Таппинс, великодушно сказал Томми. Но я не совсем понимаю, зачем тебе нужно вмешиваться в чужие любовные дела. Я не собираюсь вмешиваться. Я предлагаю интереснейший эксперимент в детективной работе. Нам нужна практика. Дела у нас и вправду идут не слишком бойко, согласился Томми. И все же, Таппинс, на самом деле ты просто хочешь пойти на бал 3 искусств и потанцевать. Вот уж действительно, увод разговора в сторону. Таппинс бессовестно расхохоталась. Будь человеком, Томми. Попробуй забыть, что тебе 32 года и что у тебя появился один седой волос в левой брови. Я всегда был слаб, когда дело касалось женщин, пробормотал ее муж. И что, мне придется выставить себя дураком в карнавальном костюме? Конечно, но это ты можешь доверить мне. У меня есть потрясающая идея. Томми посмотрел на нее с некоторой опаской. Он всегда с глубочайшим недоверием относился к гениальным идеям Таппинс. Когда на следующий вечер он вернулся в квартиру, Таппинс вылетела ему навстречу из своей спальни. «Привезли», — объявила она. «Что привезли?» «Костюм. Пойдем посмотришь». Томми пошел за ней. На кровати был разложен полный комплект формы пожарного с блестящим шлемом. «О боже!» — застонал Томми. «Я что, вступил в пожарную команду Уэмбли?» «Попробуй угадать еще раз», — сказала Таппинс. «Ты еще не уловил суть. Используй свои маленькие серые клеточки, мой друг. Блистай, Уотсон. Будь быком, который провел на арене больше 10 минут». «Погоди-ка», — сказал Томми. «Начинаю понимать. В этом есть темный умысел. А что собираешься надеть ты, Таппинс? Твой старый костюм, американскую шляпу и очки в роговой оправе». «Топорно», — сказал Томми. Но мысль я понял. Маккарти инкогнито. А я, стало быть, Риордан. Вот именно. Я подумала, что нам следует попрактиковаться в американских детективных методах так же, как и в английских. На этот раз главной звездой буду я, а ты будешь скромным помощником. Не забывай, предостерегающе заметил Томми, что именно невинное замечание простодушного Дэнни всегда наталкивает Маккарти на верный след. Но Таппинс только рассмеялась. Она была в великолепном настроении. Вечер удался на славу. Толпа, музыка, фантастические костюмы,
все сговорилось о том, чтобы молодая пара получила огромное удовольствие. Томми и думать забыл о своей роли скучающего мужа, которого вытащили из дома против его воли. В без 10:12 они поехали на машине в знаменитый, или скорее печально известный, Туз-Пик. Как и говорила Таппинс, это было подземное заведение, выглядевшее довольно убого и безвкусно, но, тем не менее, оно было забито парочками в карнавальных костюмах. Вдоль стен располагались закрытые кабинки, и Томми с Таппинс заняли одну из них. Они специально оставили дверцы слегка приоткрытыми, чтобы видеть все, что происходит снаружи. «Интересно, кто из них наши люди?» — спросила Таппинс. «Как тебе вон та Коломбина с красным Мефистофелем?» «Мне больше по душе злодейский мандарин и дама, которая именует себя броненосцем, хотя я бы назвал ее скорее быстрым крейсером». «Ох, каков острослов!» — сказала Таппинс. «И все благодаря капле спиртного». «А это кто входит в костюме червонной королевы?» Весьма неплохой наряд. Девушка, о которой шла речь, прошла в соседнюю кабинку в сопровождении своего кавалера, джентльмена, одетого в газету, из «Алиса в стране чудес». Оба они были в масках, похоже, в Туз-Пик это было вполне обычным обычаем. «Я уверена, что мы попали в самое настоящее притон порока», — с довольным видом сказала Таппинс. «Вокруг нас одни сплошные скандалы. И какой же шумиш все поднимают». Из соседней кабинки донесся крик, похожий на протест, но его тут же глушил громкий мужской смех. Все вокруг смеялись и пели. Пронзительные девичьи голосы перекрывали басистый гул их спутников. «А как насчет вон той пастушки?» — спросил Томми. «Вон той, что с комичным французом. Они вполне могли бы быть нашей парочкой». «Кто угодно мог бы ими быть», — призналась Таппинс. «Я не собираюсь ломать над этим голову. Главное, что мы отлично проводим время». «Я бы провел время еще лучше в каком-нибудь другом костюме», — поворчал Томми. «Ты даже не представляешь, насколько в нем жарко». «Выше нос», — сказала Таппинс. «Ты выглядишь просто прелестно». «Рад это слышать», — ответил Томми. «Чего не скажешь о тебе. Ты самый смешной малый, какого я только видел. Попридержи-ка твой дерзкий язык, Дэнни, мой мальчик». «Ой, смотри, джентльмен в газете оставляет свою даму одну». «Как ты думаешь, куда он направился?» «Пошел поторапливать с напитками, я полагаю», — сказал Томми. «Я бы и сам не прочь сделать то же самое». «Что-то он слишком долго», — сказала Таппинс, когда прошло минут 4 или 5. «Томми, ты не сочтешь меня набитой дурой, если...» Она осеклась. Внезапно она подскочила на месте. «Называй меня дурой, если хочешь, но я иду в соседнюю кабинку». «Послушай, Таппинс, ты не можешь. У меня такое чувство, будто что-то не так. Я просто знаю это. Не пытайся меня остановить». Она быстро вышла из их кабинки, и Томми последовал за ней. Двери соседней кабинки были закрыты. Таппинс раздвинула их и вошла внутрь, а Томми шагнул следом за ней. Девушка в костюме червонной королевы сидела в углу, прижавшись к стене в странной, сжавшейся позе. Ее глаза неподвижно смотрели на них сквозь маску, но сама она не шевелилась. Ее платье было выполнено в смелом сочетании красных и белых узоров, однако с левой стороны этот узор словно бы смазался. Там было гораздо больше красного, чем следовало. С криком Таппинс бросилась вперед.
В тот же миг Томми увидел то, что заметила и она, рукоятку украшенного драгоценностями кинжала прямо под сердцем. Таппинс упала на колени подле девушки. «Быстрее, Томми, она еще жива. Найди управляющего и заставь его немедленно вызвать врача». «Понял. Смотри, не дотрагивайся до рукоятки кинжала, Таппинс. Я буду осторожна. Беги быстрее». Томми поспешно выскочил наружу, прикрыв за собой дверцы. Таппинс обняла девушку за плечи. Та сделала слабое движение, и Таппинс поняла, что она хочет снять маску. Таппинс осторожно расстегнула ее. Она увидела свежее, подобное цветку лицо и широкие сияющие глаза, полные ужаса, страдания и какого-то ошеломленного недоумения. «Дорогая моя», — очень тихо сказала Таппинс. «Ты можешь говорить? Скажи мне, если можешь, кто это сделал?» Она почувствовала, как угасающий взгляд прикован к ее лицу. Девушка тяжело дышала, глубокими, трепетными вздохами слабеющего сердца. И все же она непрерывно смотрела на Таппинс. Затем ее губы разомкнулись. «Бинго сделал это», — произнесла она прерывающимся шепотом. Затем ее руки обмякли, и она, казалось, прижалась к плечу Таппинс. Вернулся Томми, а с ним двое мужчин. Тот, что покрупнее, выступил вперед с влажным видом, слово «врач» было буквально написано на нем. Таппинс передала ему свою ношу. «Боюсь, она мертва», — сказала она со срывающимся голосом. Врач провел быстрый осмотр. «Да», — произнес он. «Ничего уже не поделать. Нам лучше оставить все как есть до приезда полиции». «Как это произошло?» Таппинс объяснила довольно сбивчиво, умолчав о настоящих причинах, заставивших ее войти в кабинку. «Странное дело», — промолвил доктор. «И вы ничего не слышали?» Я слышала, как она издала подобие крика, но затем тот мужчина рассмеялся. Естественно, я ничего не подумала. Естественно, согласился доктор. И тот мужчина был в маске, говорите? Вы бы не смогли его узнать? Боюсь, что нет. А ты, Томми? Нет. Хотя остается его костюм. Первым делом нужно установить личность этой бедной леди, сказал доктор. Ну а после, я полагаю, полиция довольно быстро возьмется за дело. Это не должно быть сложным расследованием. А вот, кстати, и они. Глава 8. Джентльмен, одетый в газету. Было уже больше 3 часов ночи, когда уставшие и с тяжелым сердцем муж и жена добрались до дома. Прошло несколько часов, прежде чем Таппинс смогла уснуть. Она ворочалась с боку на бок, непрестанно видя перед собой это свежее, подобное цветку лицо с полными ужаса глазами. Рассвет уже пробивался сквозь ставни, когда Таппинс наконец погрузилась в сон. После пережитого волнения она спала крепко и без сновидений. Было уже совсем светло, когда она проснулась и увидела Томми, умытого и одетого, стоящего у постели и тихонько трясущего ее за руку. «Просыпайся, старушка. Инспектор Мариат и еще один человек пришли и хотят тебя видеть». «Который час?» «Около 11. Я попрошу Элис немедленно принести тебе чай». «Да, сделай одолжение. Передай инспектору Мариатту, что я выйду через 10 минут». Четверть часа спустя Таппинс поспешно вошла в гостиную. Инспектор Мариат, сидевший с очень прямым и салым видом, поднялся ей навстречу.
Доброе утро, миссис Беррисфорд. Это сэр Артур Мерривейл. Таппинс пожала руку высокому худому человеку с изнуренным взглядом и сидеющими волосами. «Это по поводу того печального происшествия, что случилось прошлой ночью», — сказал инспектор Марриотт. «Я хочу, чтобы сэр Артур услышал из ваших собственных уст то, о чем вы рассказали мне, слово, произнесенное бедняжкой перед смертью». Сэра Артура было очень трудно убедить. «Я не могу поверить», — произнес тот, — «и не поверю, что Бинго Хейл мог причинить вред хоть одному волосу на голове Вир». Инспектор Марриотт продолжил. «С прошлой ночи мы продвинулись вперед, миссис Беррисфорд. Прежде всего нам удалось установить личность погибшей, это леди Мерривейл. Мы связались с сэром Артуром. Он сразу же опознал тело и был, разумеется, потрясен до глубины души. Затем я спросил его, знает ли он кого-нибудь по имени Бинго. «Вы должны понять, миссис Беррисфорд», — сказал сэр Артур, «что капитан Хейл, которого все друзья зовут Бинго, мой самый близкий друг. Он практически живет у нас. Он как раз гостил в моем доме, когда его арестовали сегодня утром. Я просто не могу не думать, что вы ошиблись, моя жена назвала совсем не его имя». «Ошибка абсолютно исключена», — мягко ответила Таппинс. Она сказала, Бинго сделал это. «Вот видите, сэр Артур», — промолвил Марриотт. Несчастный человек опустился в кресло и закрыл лицо руками. «Это невероятно. Каковы вообще могли быть мотивы?» «Я знаю, к чему вы клоните, инспектор Марриотт. Вы думаете, что Хейл был любовником моей жены, но даже если бы это было так, чего я ни на секунду не допускаю, какой у него был мотив убивать ее?» Инспектор Марриотт покашлял. «Об этом не очень приятно говорить, сударь. Но последнее время капитан Хейл оказывал немало внимания одной молодой американской леди, девице с весьма внушительным состоянием. И если леди Мерривейл решила бы проявить характер, она, вероятно, могла бы помешать его женитьбе. Это возмутительно, инспектор». Сэр Артур в гневе вскочил на ноги. Инспектор успокоил его примирительным жестом. «Прошу прощения, сэр Артур, правда. Вы говорите, что вы и капитан Хейл решили посетить этот бал вместе. Ваша жена в это время находилась в отъезде, и вы понятия не имели, что она тоже окажется там?» «Ни малейшего понятия. Покажите ему то объявление, о котором вы мне рассказывали, миссис Беррисфорд». Таппинс выполнила просьбу. «По-моему, все предельно ясно. Оно было дано капитаном Хейлом, чтобы привлечь внимание вашей жены. Они уже договорились о встрече там. Но вы решили пойти только накануне, отсюда и необходимость предупредить ее. Вот в чем объяснение фразы «необходимо сделать ход королем». Вы заказали свой костюм в театральной мастерской в последний момент, а вот наряд капитана Хейла был самодельным. Он пошел в образе джентльмена, одетого в газету. Знаете ли вы, сэр Артур, что мы нашли зажатым в руке погибшей леди? Обрывок газеты. Мои люди получили приказ забрать костюм капитана Хейла из вашего дома. Я осмотрю его в Скотленд-Ярде, когда вернусь. Если на нем окажется разрыв, соответствующий недостающему кусочку, что ж, на этом дело будет закрыто. Вы ничего не найдете, отрезанным тоном сказал сэр Артур. Я знаю Бинго Хейла. Поздно вечером раздался дверной звонок, и к немалому удивлению молодой пары в квартиру снова вошел инспектор Марриотт. Подумал, что блестящим детективам Бланта захочется узнать о последних событиях, сказал он с легкой ухмылкой.
«Еще бы», — ответил Томми. «Выпьете чего-нибудь?» Он гостеприимно пододвинул к локтю инспектора Мориатта все необходимое. «Дело абсолютно ясное», — произнес тот спустя минуту-другую. Кинжал принадлежал самой леди. Замысел, судя по всему, состоял в том, чтобы все выглядело как самоубийство, но благодаря тому, что вы двое оказались на месте, этот номер не прошел. Мы нашли кучу писем. Они встречались довольно долгое время, это очевидно, и сэр Артур ни о чем не догадывался. А потом мы нашли последнее звено. «Последнее что?» — резко спросила Таппинс. Последнее звено цепи, тот самый обрывок газеты «Дейли Лидер». Он был вырван прямо из его костюма, подходит один в один. А да, дело предельно ясное. Кстати, я прихватил с собой фотографию этих двух улик, подумал, вам будет интересно взглянуть. Нам не так уж часто попадаются настолько очевидные дела. «Томми», — сказала Таппинс, когда ее муж вернулся, проводив представителя Скотланд-Ярда. «Как ты думаешь, почему инспектор Мориатт без конца повторяет, что дело предельно ясное?» «Не знаю. Наверное, от самодовольного удовлетворения». «Ничего подобного. Он пытается нас поддеть. Знаешь, Томми, вот мясники, к примеру, разбираются в мясе, верно?» «Полагаю, что да, но к чему ты вообще?» И точно так же зеленщики знают все об овощах, а торговцы рыбой — о рыбе. Детективы, профессиональные детективы, должны досконально знать все о преступниках. Они видят настоящего преступника, когда сталкиваются с ним, и точно так же понимают, когда перед ними не настоящий. Экспертное чутье Мориатта подсказывает ему, что капитан Хейл не преступник, однако абсолютно все факты свидетельствуют против него. И Мориатт, уже как за последнее средство, подталкивает нас, надеясь вопреки всему, что мы вспомним какую-то мелкую деталь, что-то из того, что произошло прошлой ночью, и это прольет на дело совсем иной свет. «Томми, а почему бы этому все-таки не оказаться самоубийством? Вспомни, что она тебе сказала». «Я помню. Но на это можно взглянуть и иначе. Это дело рук Бинго, то есть именно его поведение довело ее до самоубийства. Такое ведь вполне возможно». «Вполне. Но это не объясняет обрывок газеты. Давай взглянем на фотографии Мориатта». Я забыла спросить его, как сам Хейл объясняет все произошедшее. Я спросил его об этом только что в прихожей. Хейл утверждает, что на балу вообще не разговаривал с леди Мерривейл. Говорит, кто-то сунул ему в руку записку с текстом: «Не пытайся заговорить со мной сегодня ночью». Артур что-то подозревает. Однако предъявить этот клочок бумаги он не смог, да и история звучит не очень-то правдоподобно. В любом случае мы-то с тобой знаем, что он был с ней в Тузе Пик, потому что видели его своими глазами. Таппинс кивнула и въедливо уставилась на две фотографии. На одной из них был изображен крошечный обрывок с надписью «Дейлили», а остальная часть была оторвана. На другой — первая страница газеты «Дейли Лидер» с небольшим округлым разрывом в верхней части. Сомнений быть не могло, оба кусочка идеально подходили друг к другу. «А что это за отметки по бокам?» — спросил Томми. «Стежки», — ответила Таппинс. «В тех местах, где газета пришивалась к остальным, понимаешь?» «А я уж подумал, не новая ли это система точек», — сказал Томми. Затем он слегка вздрогнул. «Боже правый, Таппинс, до чего же жутко становится».
Подумать только, мы с тобой обсуждали какие-то точки и ломали голову над тем объявлением, и все это так легкомысленно, беззаботно. Таппинс ничего не ответила. Томми посмотрел на нее и был поражен. Она ошеломленно уставилась в пространство перед собой, приоткрыв рот, а на ее лице застыло растерянное выражение. «Таппинс», — мягко произнес Томми, потянув ее за рукав. «Что с тобой? Тебя что, удар сейчас прихватит?» Но Таппинс оставалась неподвижной. Вскоре она произнесла отрешенным голосом. «Денис Риордан». «Что?» Уставился на нее Томми. «Все именно так, как ты и сказал. Одно простое, невинное замечание. Найди мне все выпуски Daily Leader за эту неделю». «Да что ты задумала?» «Я играю роль Маккарти. Я все ломала себе голову, и благодаря тебе ко мне наконец пришла идея. Это первая страница вторничного номера. Я, кажется, помню, что во вторничном выпуске было 2 точки в букве «Л», слова «лидер». А на этой фотографии точка стоит в букве «Д», слова «Дейли», и еще одна в букве «Л». Достань мне газеты, давай проверим. Они взволнованно сравнили выпуски. Память не подвела Таппинс. «Видишь?» Этот обрывок был вырван вовсе не из вторничного номера. «Но, Таппинс, мы же не можем быть уверены на 100%. Это могут быть просто разные выпуски». «Могут». Но в любом случае это натолкнуло меня на одну мысль. Это не может быть совпадением, уж в этом-то я уверена. Если моя догадка верна, тут может быть только одно объяснение. Позвони сэру Артуру, Томми. Попроси его немедленно приехать к нам. Скажи, что у меня есть для него важнейшие новости. А потом свяжись с Мариоттом. В Скотленд-Ярде будут знать его адрес, если он уже ушел домой. Сэр Артур Мерривейл, весьма заинтригованный этим вызовом, прибыл в квартиру примерно через полчаса. Таппинс вышла ему навстречу. «Я должна извиниться перед вами за то, что вызвала вас в столь категоричной форме», — сказала она. «Но мы с мужем обнаружили кое-что такое, о чем, как нам кажется, вам следует узнать немедленно. Присаживайтесь, пожалуйста». Сэр Артур сел, и Таппинс продолжила. «Я знаю, что вы очень хотите оправдать своего друга». Сэр Артур печально покачал головой. «Я хотел этого, но даже мне пришлось уступить перед лицом неопровержимых улик. Что бы вы сказали, если бы я сообщила вам, что случай отдала в мои руки улику, которая гарантированно снимет с него все подозрения в соучастии? Я был бы безмерно счастлив услышать это, миссис Беррисфорд. Представьте себе, продолжала Таппинс, что я столкнулась с девушкой, которая как раз танцевала с капитаном Хейлом вчера ровно в 12 часов, именно в тот час, когда он якобы находился в Тузе-Пик. «Невероятно!» — воскликнул сэр Артур. «Я так и знал, что здесь какая-то ошибка. Бедняжка Вир, должно быть, все-таки покончила с собой». «Вряд ли», — возразила Таппинс. «Вы забываете про второго мужчину». «Какого второго мужчину?» «Того самого, которого мы с мужем видели выходящим из кабинки. Видите ли, сэр Артур, на балу, должно быть, присутствовал второй человек, одетый в газету. Кстати говоря, а каков был ваш собственный костюм?» «Мой. Я пошел в образе палача XVII века». «Как это подходяще», — тихо молвила Таппинс. «Подходяще, миссис Беррисфорд? Что вы имеете в виду под словом «подходяще»?»
для той роли, которую вы сыграли. Рассказать ли вам мои мысли на этот счет, сэр Артур? Наряд из газет легко надеть поверх костюма палача. Заранее в руку капитана Хейла запихивает записку с просьбой не заговаривать с одной леди. Но сама леди ничего не знает об этой записке. Она приходит в Туспик в назначенное время и видит человека, которого и рассчитывала увидеть. Они входят в кабинку. Он обнимает ее, как мне кажется, и целует, поцелуем Иуды, и пока он целует ее, он наносит удар кинжалом. Она издает лишь один слабый крик, и он заглушает его смехом. Вскоре он уходит, и до самого последнего мгновения, объятая ужасом и недоумением, она верит, что ее убил собственный возлюбленный. Однако она успевает вырвать крошечный обрывок из его костюма. Убийца замечает это, ведь он человек, уделяющий огромное внимание деталям. Чтобы сделать улики против его жертвы абсолютно неопровержимыми, обрывок должен казаться вырванным из костюма капитана Хейла. Это было бы крайне трудно устроить, если только оба мужчины не проживали случайно в одном и том же доме. В таком случае дело становится проще простого. Он делает точнейшую копию разрыва на костюме капитана Хейла, затем сжигает свой собственный наряд и готовится играть роль верного друга. Таппинс сделала паузу. «Ну, что скажете, сэр Артур?» Сэр Артур поднялся и сделал ей поклон. Весьма живописное воображение очаровательной леди, которая читает слишком много детективных романов. «Вы так думаете?» — спросил Томми. И муж, который во всем слушается свою жену, добавил сэр Артур. «Не думаю, что вы найдете кого-то, кто примет все это всерьез». Он громко расхохотался, и Таппинс выпрямилась в кресле. «Я узнаю этот смех где угодно», — сказала она. «В последний раз я слышала его в «To Пик». И вы немного заблуждаетесь на наш счет. Беррисфорд — наша настоящая фамилия, но у нас есть и другое имя». Она взяла со стола карточку и протянула ему. Сэр Артур прочитал вслух. «Международное детективное агентство», он резко перевел дыхание. «Так вот вы кто на самом деле. Вот почему Мариат привел меня сюда сегодня утром. Это была ловушка». Он неторопливо подошел к окну. «Отсюда открывается прекрасный вид», — сказал он. «Прямо на весь Лондон». «Инспектор Мариат!» — резко крикнул Томми. В то же мгновение из смежной двери в противоположной стене появился инспектор. На губах сэра Артура появилась легкая усмешка. «Я так и думал», — произнес он. «Но на этот раз вам меня не взять, боюсь, инспектор. Я предпочитаю уйти по-своему». И, положив руки на подоконник, он перемахнул прямо через окно. Таппинс закричала и прижала ладони к ушам, чтобы не слышать звука, который уже представила в своем воображении, тошнотворного глухого удара далеко внизу. Инспектор Мариат выругался. «Нам следовало подумать про окно», — сказал он. Хотя, видит Бог, доказать его вину было бы крайне сложно. «Я пойду вниз и обо всем позабочусь». «Бедолага», — медленно промолвил Томми. «Если он действительно любил жену?» Но инспектор прервал его с фырканьем. «Любил ее?» «Может, и любил. Он просто не знал, где еще достать денег». Леди Мерривейл владела огромным личным состоянием, и все оно переходило к нему. А если бы она сбежала с молодым Хейлом, он не увидал бы ни пенни. Так вот в чем было дело. Разумеется.
Я с самого начала чувствовал, что сэр Артур — дрянной человек, а с капитаном Хейлом все в порядке. У нас в Скотленд-Ярде прекрасно понимают, что к чему, но против фактов идти тяжело. Ладно, я пойду вниз. На вашем месте, мистер Беррисфорд, я бы налил вашей жене бокал бренди, все это ее сильно расстроило. «Зеленщики», — тихо произнесла Таппинс, когда дверь за невозмутимым инспектором закрылась. «Мясники. Торговцы рыбой. Детективы. Я ведь была права, правда?» Он все знал. Томми, все это время хлопотавший у буфета, подошел к ней с большим бокалом. «Выпей это». «Что это?» «Бренди». «Нет, это большой коктейль, как раз для триумфатора Маккарти». Да, Марриott прав по всем статьям, все так и было. Смелый ход королем ради победы в партии и всей игре. Таппинс кивнула. Вот только сделал он этот ход не в ту сторону. «И потому, — сказал Томми, — король покидает доску».